Осень на дворе, самое время готовить соленья. На этот раз будем засаливать вот эти чудесные зеленые помидоры. Все ингредиенты перед вами. Это укроп, сельдерей, чеснок, вот такая вот кинза, лавровый лист, острый перец и, конечно же, зеленые помидоры. Этот чудесный рецепт засолки зеленых помидоров тоже из Грузии. В этом рецепте я не буду разрезать зеленые помидоры. Мы будем засаливать прямо вот так их целиком. На нашем канале есть еще один чудеснейший рецепт засолки зеленых помидор. Ссылка будет внизу под этим видео. Посмотрите и тот рецепт, и попробуйте и этот, и тот рецепт. И сравните, какой вам больше понравится. Очень важно, чтобы вы не удаляли вот эти хвостики с помидор и засаливали прямо с ними. Вот такой вот рецепт. Засаливать эти помидоры можно вот в таких стеклянных банках или же в эмалированной посуде. Очень простой рецепт. Складываем вот все вот эти ингредиенты в эту банку по вашему вкусу, как вам нравится. Вот я начну с зелени. Немного зелени, это укроп. Вот так добавим на дно. Затем можно вот веточку сельдерея вот так же положить вот сюда. Несколько зубчиков чеснока. Все это добавляйте по вашему вкусу. Мы раздавим этот чеснок прямо так, с шелухой. Прямо с шелухой и будем использовать. Добавляю один раздавленный чеснок вот сюда, на дно этой банки. Не забудьте добавить вот такую сухую кинзу, лавровый лист. И теперь сверху складываем вот наши помидорчики. Как я уже сказала, вот эта вот часть помидор очень важна. Прямо с ними и складывайте. В зависимости от того, насколько вы любите острые соленья, добавьте больше или меньше перца. Это уже по вашему вкусу. Вот этот перец очень острый, поэтому я добавлю умеренно. Когда вы уложили одним слоем помидоры, потом вы можете опять добавить немного зелени. Зелень только придаст дополнительный аромат и вкус. Кстати, можете использовать как сухую, так и свежую зелень. Дальше добавляем наш следующий слой помидор. Добавляем также вот чеснок еще. Наверное, 3 зубчика сюда будет достаточно. Чуть-чуть перчик, чуть-чуть лавровый лист. И на этом все. В Грузии готовят соленья на зиму в больших количествах, и поэтому они используют большие эмалированные ведра. В них соленья хранятся очень и очень хорошо. Итак, вот наша банка готова. Сверху еще можно для красоты и для аромата добавить немного еще зелени. Вот так вот. Теперь нам нужно подготовить рассол. Нам нужны только холодная вода и крупная соль. На 1 литр холодной воды берем 2 неполные столовые ложки крупной соли. Обязательно соль должна быть крупная, каменная. Кстати, для большинства солений готовится вот такой рассол. Хорошенько размешаем, чтобы соль полностью растворилась. И все, рассол будет готов. Заливаем этим рассолом помидоры. Не надо закатывать эти помидоры. Просто накройте плотной крышкой. Вот так вот накрыли. И все на этом. Если вы готовите соленья в эмалированных ведрах, обязательно сверху придавите грузом и накройте крышкой. Теперь оставляем и ждем, когда они засолятся, и затем я вам покажу, как они будут выглядеть. Наконец-то прошла неделя, и давайте пробовать наши помидоры. Посмотрите, как изнутри выглядит наш помидор соленый.
Очень и очень вкусно. Я хочу дать вам маленький совет. Если вы попробовали сейчас помидоры, и они немного соленоватые, или же наоборот недосоленные, то это очень легко поправимо. Добавляйте в рассол больше соли, если они недосолены, или же наоборот разбавьте обычной холодной водой. На этом все. Вы видели, как это просто. Приготовьте и порадуйте себя. Обязательно посмотрите все наши рецепты грузинских солений. Рецепт засолки капусты по-грузински, чудесный рецепт засолки чеснока и другой рецепт зеленых помидор. Посмотрите и приготовьте. Приятного вам аппетита!